Археологи нашли подлодку в пустыне. То, что было внутри, шокирует. Да, вы не ослышались. Сегодня я расскажу вам об удивительной находке. Немецкой субмарине Второй мировой, каким-то образом оказавшейся под песками Сахары. И это еще не самое невероятное в этой истории. Сигнал из недр Земли. Все началось с аномалии на спутниковых снимках, полученных с европейского спутника Sentinel-1 с мощным радаром, способным заглядывать под сухую поверхность песка. Команда геологов под руководством доктора Наима Аль-Фаси изучала прибрежные районы Мавритании примерно в нескольких милях вглубь континента. Их интересовали карстовые структуры, подземные пустоты, промытые водой в известняковых породах, которые могли скрываться под толщей песка и служить резервуарами пресной воды. Именно тогда радар зафиксировал нечто из ряда вон выходящее. Вытянутый объект с четкими металлическими признаками, погребенный на значительной глубине в центре большой высохшей впадины. Его правильная сигарообразная форма и внушительные размеры, более 200 футов в длину, сразу исключили стандартные объяснения вроде обломков самолета или забытого оборудования. Сигнал был слишком сильным и характерным для естественного геологического образования. Геологическая подоплека, возможное наличие карстовых пустот в этом районе, придавала аномалии особый интригующий смысл. Мог ли этот объект находиться внутри такой пустоты? Первоначальные расчеты глубины залегания давали разброс от 20 до 40 футов, что указывало на сложность структуры над объектом. Это было нечто настолько выбивающееся из ряда вон, что требовало немедленной проверки и междисциплинарного подхода. Архивы против реальности. Аномалия была настолько четкой и ее форма настолько специфичной, что доктор Аль-Фаси связался с профессором Жан-Люком Моро, авторитетным историком военно-морских сил. Могла ли это быть подводная лодка? Это предположение казалось безумным, но форма объекта на радарных изображениях до боли напоминала силуэт немецких семерок. Профессор Моро, поначалу настроенный скептически, приступил к кропотливой работе в архивах, включая недавно рассекреченные британские и американские перехваты радиосообщений. По размерам объект идеально соответствовал немецким океанским субмаринам типа 7C 40-х годов, но официальные немецкие данные, а также данные союзников гласили: ни одна лодка этого типа не была потеряна в этом секторе Атлантики или у берегов Африки южнее Гибралтара. Ближайшие задокументированные потери находились за тысячи миль к северу, в холодных водах Северной Атлантики. Профессор Моро перепроверил судьбу каждой субмарины этого класса. Ни одна из пропавших без вести не имела последнего известного местоположения даже близко к Мавритании. Этот кричащий диссонанс между спутниковыми данными и историческими архивами был поразительным и указывал на одно: если под песками действительно лежала немецкая субмарина, то ее присутствие здесь могло быть результатом только глубоко засекреченной, незарегистрированной операции, стертой из всех официальных отчетов. Какая миссия могла потребовать такой секретности и привести к столь странному финалу? Ответ мог дать только прямой осмотр. Экспедиция к загадке. Организация экспедиции потребовала серьезных усилий и международного финансирования, так как масштаб работ обещал быть значительным. Была сформирована международная группа экспертов, включавшая археологов, историков, геологов и инженеров-механиков с опытом работы в сложных условиях для проведения раскопок и потенциального вскрытия объекта. Примкнул к группе и специалист по мониторингу окружающей среды Кензи Танака из Японии, оснащенный дозиметрами и другими приборами. Путь к точке аномалии лежал через выжженную солнцем каменистую пустыню Хамаду, сменившуюся морем высоких, труднопроходимых дюн. Колонна тяжелых вездеходов и спецтехники двигалась медленно, так как приходилось бороться со зноем и частыми песчаными бурями. Лагерь разбили в обширной котловине, которая, по мнению геологов, действительно являлась карстовой воронкой. Место было пустынным и молчаливым, но под ногами чувствовалась скрытая тайна, присутствие чего-то огромного и чужеродного. Раскопки — путь к стальному Левиафану. Раскопки начались с большой осторожностью под руководством опытных инженеров. Сначала мощные скреперы сняли толстый слой сыпучего, мелкого, как мука, песка. Затем показались обломки, крупные глыбы известняка и песчаника, некоторые размером с автомобиль, перемешанные с более мелкими фракциями и слоями спрессованной глины, следы колоссального обрушения древнего пещерного свода. Работа замедлилась. Пришлось использовать гидравлические молоты, чтобы дробить крупные валуны, постоянно рискуя повредить скрытый под ними объект. Звук работающей техники разносился по пустыне, нарушая вековую тишину. Геологи, изучая структуру завалов в стенках раскопа, обнаружили несколько четко различимых слоев с разной степенью цементации и разными типами пород. Это неопровержимо указывало на многоэтапное обрушение, возможно, спровоцированное серией подземных толчков, разделенных периодами относительного затишья. Воздух был наполнен пылью и напряженным ожиданием.
Наконец, на глубине около 30 футов, бур одного из геологических зондов, использовавшихся для оценки плотности подстилающих пород, издал характерный скрежещущий звук и остановился, наткнувшись на непреодолимое препятствие. Георадар подтвердил, под ними массивный металлический объект. Первый контакт и идентификация. Команда, сменяя друг друга под палящим солнцем, лопатами и кирками, осторожно разбирала последний слой уплотненной породы и песка. Работа шла мучительно медленно, каждый камень убирался с предосторожностями. И вот он, глухой, но отчетливый звук удара лопаты о металл. Возглас одного из рабочих заставил всех замереть. Началась кропотливая расчистка щетками, словно археологи работали с древним саркофагом. Из-под серо-желтой пыли показалась изогнутая, покрытая глубокой слоистой ржавчиной, но безошибочно узнаваемая поверхность — верхняя часть корпуса подводной лодки. Невероятно! Все силы были брошены на расчистку верхней части объекта. Постепенно из-под обломков и песка показалась рубка. Ее состояние было лучше, чем у корпуса. Видимо, она была меньше завалена породой. Археологи начали самую деликатную работу — расчистку поверхности рубки специальными инструментами. Металл был сильно корродирован, но под слоями ржавчины и спрессованного песка стали проступать остатки темно-серой краски. Час за часом, дюйм за дюймом, и вот удача. На боковой поверхности рубки, под слоем окислов, удалось различить фрагменты белых символов. После тщательной очистки химическими реагентами и фотофиксации с использованием ультрафиолетового освещения, профессор Моро смог с уверенностью прочитать Ю-771. Та самая лодка Эриха Рёстеля. Центральный пост. Застывший миг. Первыми внутрь спустились двое исследователей в полной защите класса А, с мощными светодиодными фонарями и нашлемными камерами, передающими изображение в штаб наверху. Они оказались в центральном посту, мозговом центре субмарины. Картина была сюрреалистичной и жуткой. Все приборы, штурвалы, клапаны, переплетение труб и кабелей были на своих местах, но покрыты толстым, нетронутым слоем мельчайшей серой пыли, осевшей за десятилетия. Время здесь словно застыло в момент последнего приказа. Навигационные карты были разложены на штурманском столе, но истлели настолько, что превратились в хрупкую труху, рассыпающуюся от малейшего движения воздуха. На боевых постах у окуляров перископов один был поднят. У приборов управления торпедной стрельбой, у эхолота царила та же нетронутая пустота. Никаких следов борьбы или паники здесь не было. Однако археолог Марк Росси, осматривавший пост позже, заметил странную деталь. На одном из клапанов системы вентиляции висела цепочка с личным жетоном одного из офицеров, обернутая вокруг вентиля несколько раз. Но почему он был снят и демонстративно повешен сюда? Это выглядело как намеренный знак. Последнее сообщение. Но кому и о чем? В воздухе висело плотное ощущение внезапно прерванной рутины, за которой последовало нечто необъяснимое и фатальное. Пустота, кровь и вопросы. Дальнейший осмотр отсеков, тесных жилых кубриков, камбуза, радиорубки, машинного отделения принес главный шок и породил основную загадку — полное отсутствие человеческих останков. Ни костей, ни черепов, ни даже истлевших фрагментов униформы или обуви. Лодка была абсолютно пуста, если не считать штатного оборудования и множества разбросанных личных вещей. На койках лежали скомканные матрасы и одеяла, в рундуках остатки личной гигиены, книги, письма, к сожалению, почти нечитаемые. На камбузе в шкафчиках стояла посуда, нашлись даже консервные банки с неразборчивыми этикетками. Все говорило о том, что почти 80 человек экипажа под командованием капитан-лейтенанта Эриха Рюстеля находились здесь, но куда они исчезли, словно испарились. Но затем последовали зловещие находки, нарушавшие картину мирного запустения. На металлической переборке в узком проходе возле центрального поста и на палубном настиле у входа в один из модифицированных носовых отсеков были обнаружены отчетливые следы высохшей крови. Это были темные, почти черные пятна и мелкие брызги, характерные для артериального кровотечения. Экспресс-анализ на месте подтвердил. Человеческая кровь, группа 2, резус положительный. Что здесь произошло? Несчастный случай при обрушении или акт насилия, бунт, попытка прорыва? Марк Росси также отметил глубокие царапины на стальной переборке рядом с пятнами крови, оставленные, по ее мнению, каким-то металлическим предметом, возможно, ножом или инструментом. Отсутствие тел на фоне этих немых свидетельств трагедии выглядело особенно жутким и необъяснимым. Невидимый враг — радиация. Следующим шоком, подтвердившим самые мрачные предчувствия, стали показания дозиметров. Приборы начали тревожно пищать еще в центральном посту, но по мере продвижения к носовой части уровень радиации нарастал лавинообразно.
В районе машинного отделения фон был повышен незначительно, но в модифицированных носовых отсеках и прилегающих к ним коридорах показания зашкаливали. Безопасный уровень был превышен в десятки раз, создавая реальную угрозу для исследователей. Работу пришлось вести посменно, в специальных костюмах со свинцовыми вставками и персональными дозиметрами, строго ограничивая время пребывания внутри до нескольких минут. Источник излучения найти не удалось. Тщательный осмотр всех механизмов, цистерн, элементов торпед, аккумуляторов ничего не дал. Радиация словно исходила от самого металла корпуса, от переборок, особенно интенсивно. Доктор Танака провел предварительный спектральный анализ с помощью портативного гамма-спектрометра и был поражен. Спектр был сложным, с несколькими пиками неизвестного происхождения и не соответствовал ни одному из известных изотопов, применявшихся в 40-х годах: уран, плутоний, радий, торий. Это была совершенно аномальная радиация, словно след от чего-то экзотического или результат неизвестного процесса. Невидимый враг присутствовал повсюду, затрудняя исследования и порождая новые вопросы. Переделано для тайны. Наиболее интенсивное излучение исходило из носовой части, где обнаружились масштабные конструктивные изменения, явно не заводские и не предусмотренные проектом типа 7C. Как минимум 2 стандартных носовых торпедных аппарата были демонтированы, их ниши заварены. Переборки между бывшим торпедным отсеком и прилегающими помещениями были срезаны и усилены дополнительными шпангоутами, образуя 2 больших вытянутых помещения неправильной формы. Качество сварки и монтажа было высоким, но стиль работы отличался от стандартов немецких верфей. Возможно, переоборудование проводилось в секретном доке или даже силами самого экипажа по особым чертежам в море. Внутри этих отсеков сохранились массивные стальные ложементы сложной конфигурации с остатками мощных гидравлических или пневматических демпферов. Они были явно рассчитаны на фиксацию чего-то очень тяжелого, объемного и, вероятно, чувствительного к вибрациям или ударам. Форма ложементов была уникальной и не соответствовала ни одному известному типу вооружения или оборудования. Но сами ложементы были пусты, ни малейшего следа груза, ни даже крепежных элементов. Только голый, сильно фонящий металл. Именно эти модификации, вкупе с аномальной радиацией и невозможным местоположением, стали главными косвенными уликами, кричащими об особой сверхсекретной миссии Ю-771. Загадка экипажа. Судьба капитан-лейтенанта Эриха Рёстеля и его десятков подчиненных остается главной и самой жуткой загадкой Ю-771. Куда они исчезли? Следы крови и царапины намекают на отчаянные или трагические события. Но какие? Версии множились и обсуждались в лагере каждую ночь. Могли ли они погибнуть при обрушении и их тела погребены под новыми завалами где-то в неисследованных частях пещерной системы? Поисковые группы с георадарами и специально обученными собаками пока не нашли подтверждений этой версии, хотя исследование пещер продолжилось. Могли ли выжившие найти другой выход из пещер или даже уйти, забрав с собой документы и, возможно, часть того, что они перевозили? Или они стали жертвами радиации от поврежденного груза, возможно, быстрой и разрушительной? Или произошло нечто еще более странное, связанное с природой этого груза или событиями у модифицированных отсеков. Бунт, попытка уничтожить груз, которая пошла не так. Археологи продолжили скрупулезное изучение всех микроследов, отпечатков, волокон, частиц пыли, надеясь найти ответ. Обнаруженные позже странные, нечитаемые символы, нацарапанные, похоже, ногтем или острым предметом на внутренней стороне одного из заваренных люков, добавили еще один слой таинственности и тревожных вопросов. Что скрывал груз? Тайна груза, оставившего после себя фантомное излучение, остается центральной и самой волнующей. Продолжается исследование сложного спектра радиации в попытке идентифицировать ее источник или хотя бы природу. Предварительные выводы указывают на нечто, не вписывающееся в известные ядерные технологии 40-х годов. Тайна груза, оставившего после себя фантомное излучение, остается центральной и самой волнующей. Продолжается исследование сложного спектра радиации в попытке идентифицировать ее источник или хотя бы природу. Предварительные выводы указывают на нечто, не вписывающееся в известные ядерные технологии 40-х годов. Это не похоже ни на оружейный плутоний, ни на уран-235, ни на продукты их распада в чистом виде. Спектр содержит пики, соответствующие элементам с очень коротким периодом полураспада, которых уже не должно было остаться, и следы экзотических изотопов. Гипотезы множатся. От экспериментального ядерного оружия или экзотического изотопного генератора огромной мощности до чего-то совершенно выходящего за рамки известной физики. Не исключается и возможная связь с Аненербе и участие в поисках артефактов неизвестной доисторической цивилизации. Массивные ложементы и сложная система амортизации говорят о чем-то тяжелом, объемном и потенциально нестабильном.
нестабильным? Возможно, именно попытка взаимодействия с этим грузом после землетрясения или его повреждения при обрушении и привели к выбросу энергии, радиации и гибели экипажа. Лаборатория в пустыне. Исследование Ю-771 и окружающей ее среды продолжается. Место раскопок превратилось в хорошо охраняемый международный полевой лагерь, настоящую научную лабораторию под открытым небом. Работа ведется круглосуточно, с меняющимися командами специалистов из разных стран в условиях повышенных мер безопасности из-за радиации. Используются передовые технологии, многие из которых применяются впервые в таких условиях. Трехмерное лазерное сканирование позволило создать точную цифровую модель лодки и обрушенной пещеры с исключительной точностью. Геофизические методы, включая сейсморазведку высокого разрешения и электромагнитное зондирование, применяются для картографирования подземных пустот на многие сотни футов вокруг лодки в поисках других каналов, скрытых помещений или останков. Роботизированные зонды с камерами и манипуляторами используются для исследования труднодоступных участков внутри лодки и заваленных проходов пещеры. Химики и биологи извлекают и анализируют микропробы воздуха, пыли, ржавчины, органических остатков на наличие ДНК, следов химических веществ или экзотических изотопов. Работа чрезвычайно сложна, прогресс идет медленно, но каждая новая находка может стать ключом. Что случилось с экипажем загадочной подлодки? Какой секретный груз оставил после себя призрачное излучение и пустые ложементы? Какова была истинная цель этой загадочной миссии в сердце пустыни? Расследование продолжается, и У-771 медленно, неохотно выдает свои секреты под напором науки и техники. Эта стальная акула в песках Мавритании — живое напоминание о том, что самые темные, самые невероятные тайны прошлого все еще ждут своего часа, чтобы, возможно, перевернуть наши представления о мире.